Мне нравится эстетика военных машин, бронетранспортеров, танков, ганшипов, вертолетов, тачек и мехов. Не знаю, что во мне такое животное просыпается при разглядывании этих железных монстров, но чувства возникают захватывающие. Толстые слои брони, мощные гусеницы, щепотка гигантизма, и черствая стена моего сердечка падает вмиг. В него можно врываться и захватывать меня на неделю и больше. Что-то есть эпичное в наблюдении за тем, как работают орудия войны. Даже появляется опасное спокойствие и безразличие к тому, на что эти орудия направлены. Стрельба, взрывы должны вызывать страх и панику, но у меня, лежащего под теплым одеялом, это все отзывается романтикой и уважением к пусть и вымышленным, но людям. Царями военной промышленности я считаю мехов. Да, в реале многие критикуют их за неэффективность в использовании. Зачем выводить на поле боя 20-метровую громадину с бесчисленными уязвимостями и непонятной боевой мощью, если за меньшие деньги и с большим результатом можно выкатить несколько танков? Но давайте будем честны, кому не наплевать. Среди вас есть такие люди? У меня в комнате никого с подобными претензиями. И вот что я скажу, мехи — это эпично. Человек, но из металла. Ракетницы, пулеметы, гаубицы долбят по врагам с такой силой и жестью, что ты смотришь на это и понимаешь. Вот это да! Вот это реально машина войны. Им все равно, что у тебя там. Танки? Пабау, и нет никаких танков. Вертолеты? Бзрррр, и небо очистилось. Можно придираться к картинности мехов, смехотворности с инженерной точки зрения, но можно просто взять и насладиться. Насладиться хорошей, добротной мехой. Да вот только проблемка есть. Игр почти нет, аниме мало, фильмы. Не помню ни одного фильма, где мехи участвовали бы в военных конфликтах между людьми. Ни Скайдзю, ни в виде босса. Привет, район номер 9. Реально мало контента, где мехи пиздят друг другу ебучки. Может, конечно, это я еще не нашел Грааль Heavy Armament Industries. Кто шарит, подскажите в комментариях, я буду до взрывного рад. Я не Allspice, чтобы помнить серию Battletech на приставках Dendy или что-то там было у стариков. Не гик по робототехнике, чтобы шарить за все новости из мира шарниров и палочек, но я играл в меху. MechWarrior 5 Наемники. Первая игра, что приходит мне на ум. Она современная, красивая, а с модом на искуснейшие выполненные биомы вообще бомба. Погружение такое, что купите мне VR и кокпит гонщика, хочу чувствовать каждый шаг, каждый бах и трах. И игра позволяет все это прочувствовать даже без оборудования по стоимости ВПК КНР. Хотел поставить США, но потом подумал, что уже наступает новое время. Еще я трогал Хаукен. Знаете, в то время мне было лет 13, почти любая игра была годнотой Готи 3 раза. Помню Хаукен за динамику, за разнообразие. Ох, как я наваливал, как я маневрировал и как мне нравились карты, кабины, интерфейс. Сок стекает рук, когда прикасаюсь к влажным воспоминаниям, которые, правда, больше ощущения сглаженные временем. И вот как раз недавно я нашел свежак. Вновь не от мира сего японцы сделали годноту, но настолько на костыльном движке и спрятали ее в недрах Стима. Mecha Blazer. Без шуток и рофлов я считаю эту игру первой игрой, второй игрой про мехов лучше большинства экшен-игр про мехов. Передаю привет пятым наемникам. Вы спросите, Татарстар, ты ебанулся? На что я вам дам ясный ответ. Да. По пунктам, почему я считаю эту игру годнотой. С первых секунд нас высаживают в гущу событий, дают какого-то меха, мы его первый раз видим, но это не важно. Важно, что весь арсенал вооружений открыт сразу. Крупнокалиберный пулемет и дробовик, мощнейшие гранатометы плазма. Из порога нас встречают гигантские, больше нашего мехи, все враги больше нас. Но не в размере сила, а в пушках и сценарном щите. Каждая миссия — это небольшой сюжет, маленький троп и пунктик из списка «Что было бы, если?». Война ложится нам на плечи, но мы не одни, у нас есть товарищи, также есть и враги, мы сражаемся неизвестно за что. Хотя это я ленивый на чтение полотен текста, сопровождаемых звуками ностальгии, поэтому ретрай. Мы сражаемся за нашу страну, за наше отечество, за семью и детей. За интернет в каждом доме, за кресло и ПК, за проект мега-защитника, что придет нам на помощь. Это сын отца Гандама и матери Power Ranger, и в нем, как и в летающей меха-акуле, видна страсть. Страсть разработчиков к эпичным битвам и отсутствие рамок, ведь если для развития сюжета нужно, чтобы игрок воевал с летающим кораблем-шагоходом, то игрок получит линкор в небе, который даже не видно во время босс-файта, ну, типа лол. Но это такой ход, понимаете? Фантазия. Используйте фантазию и дорисуйте все сами. Мы ведь все внутри дети с богатым
богатым воображением. Уже с первых уровней я понял, что эта игра даст размаху. Какие-то гигантские экраны-шагоходы, танки, бэтры, вариативность противников максимальная. И причем каждая боевая единица имеет свои паттерны, свою логику ведения боя. Мне нравится графика, что-то между артом и реализмом, вроде абстрактненько, но при этом все механическое имеет детализацию. Она хороша, и я не думаю, что у кого-то возникнут претензии к таким замечательно прорисованным спрайтам и текстурам. В моем окружении всем нравится. Чего я точно не ожидал, так это динамичных задников. Во время битвы в городе сражения идут и позади, вместе с ракетой в воздухе не только мы, но и союзники, ведущие свой бой. Это так сильно погружает. Я был впечатлен неимоверно. Вот, возьмем MechWarrior. Да, она вся такая современная. Но что толку, если нас окружают безжизненные горы, да, пустыни? А сражения выглядят настолько локальными, не возникает чувства великой битвы, ощущение грандиозной войны. Самая мякотка — это когда объекты с заднего фона переходят на передний. Лайк. Я ставлю большущий палец вверх за такой интерактив, за такой аттракцион безудержного ЛКМ. Я понимаю, буду честен и приземлен, что многих из вас отталкивает графика. Ты. Да, ты. Скажи честно, так ли тебе важна графика в мехах? Как много годных игр ты забраковал этой планкой? Играл бы ты в игры с малым бюджетом, но захватывающим геймплеем? Ответь себе. Хочу больше таких игр, как Mecha Blazo. Хочу, чтобы игры не строили из себя симуляторы или хардкорных монструозов. Дайте баранку и пушку желательно прикрутите. Дайте источник дофамина. Дайте мне годную меху. И касается это не только игр, ведь аниме про мехов не выходило уже давно. По крайней мере, таких сериалов, где мехи были бы орудиями войны, а не роботизированными гуманоидами. Одними гандамами не наешься, а смотреть нарезки произведений прошлых десятилетий интереснее, чем оригинальные картины. Я пытался впечатлиться мехах из 90-х и ранних 2000-х, но большинство не переживает проверку временем. Да в целом они неплохие. Но главный герой такой отстой на сегодняшний день. Вот вы как считаете? А мне стало интересно, кто же разработал Mecha Blazo? Как бы то, что это люди страны восходящего солнца, понятно и по духу игры, но кто это конкретно? Интернет много ответов не дал, только сайт на японском в дизайне нулевых, какие-то куски лора, название студии, ссылки на Steam. Это все. На больше меня и не хватило. Зато я обнаружил еще несколько похожих игр, более ранние проекты этой студии. Не думаю, что в ближайшее время вернусь к мехе, но я с уверенностью могу сказать, что есть люди с пониманием жанра.